Крестьянок из села Валдай, а этот населенный пункт до 1770 года считался именно селом, представляли как бесстыжих девушек, которые готовы на многое. Такое мнение существовало на протяжении целых 2 веков, 18 и 19. Причем о валдайских крестьянках вспоминал даже Дюма отец в одном из своих произведений. В каком именно, скажу чуть позже. Если разобраться, то получится, что не только литераторы отзывались о валдайских крестьянках как о доступных и бесстыжих девушках, но вспомню я писателей и поэтов, как авторитетов и людей, рассказавших в ряде произведений о времени, в котором они жили. Начнем с Александра Сергеевича Пушкина, точнее с его товарища. У нашего великого поэта был довольно близкий друг, которого звали Алексей Вульф. Этот Вульф вполне безобидно, но с намеками трогательно писал про лилейные щечки валдайских крестьянок. Гавриила Державин был менее сдержан в выражениях, видимо из-за жизненного опыта. Он писал про крестьянок так: «Непотребные ямские девки». Иностранец Франциско Миранда, видимо начитавшись отзывов и наслушавшись мнений, решил воспользоваться доступностью девушек с Валдая, но ничего не получил. Его поселили за 2 километра до Валдая. Запомним этот опыт Миранды, про него еще потом пойдет речь. Сам Александр Сергеевич Пушкин решил упомянуть валдайских крестьянок в Евгении Онегине. Биографу Сергею Соболевскому поэт при этом сообщил в одном из писем, что девушки податливые. Ничего более Александр Сергеевич не уточнял. Видимо, рассчитывал, что Соболевский его прекрасно поймет, и мы тоже можем догадаться. Александр Радищев, несмотря на критику со стороны Пушкина и гонения со стороны Екатерины II, упомянул в своем путешествии из Петербурга в Москву валдайских девок, назвав их потерявшими стыд. Любопытно, что в черновом варианте произведения Радищев указывает, что парился в бане вместе с этими крестьянками. И еще упомянут 2 наших авторов, и потом можно переходить к знаменитым иностранцам. Итак, Валентин Пикуль в «Фаворите» описал Валдай как самый настоящий вертеп. Алексей Толстой намекал на любострастие местных женщин. Жан-Франсуа Анселло указывал, что валдайские дамы очень навязчивы и пытаются вовлечь в блуд. Дюма-старший в «Учителе фехтования» вспоминает, что на Валдае живут девушки, которые носят короткие юбки. То есть, как вы видите, писатели характеризовали жительниц Валдая примерно одинаково. Почему? Крестьянки с Валдая продавали баранки, но людям, которые впервые столкнулись с ними, казалось, что девушки, а точнее женщины, занимались чем-то другим. Все дело в особом методе привлечения клиентов. Действительно, валдайским женщинам можно было надевать короткие юбки. Более того, они пользовались косметикой. И не пока муж не видит, а когда продавали бублики. Мужчины сами покупали своим женам косметику, тратили на это деньги, но расходы окупались. Валдайские крестьянки действительно никого не боялись, были настойчивы в продаже товара. Существовал и любопытный бонус для покупателей. Те, кто приобрел баранки, мог поцеловать женщину-продавца через бублик. И поверьте, такое желание у многих мужчин возникало. Как я уже отмечал, косметика, короткие юбки – все это использовалось с разрешения церкви. Девушки, вероятно, были красивые. Торговать пускали не кого попало, а замужних женщин, которые уже успели родить своего первого ребенка. Причем именно мальчика. Что касается последнего, то мне не очень понятно, почему заниматься продажей баранок не могли мамы девочек. В остальном все понятно. Во-первых, запрещалось заниматься торговлей незамужним, чтобы никто из покупателей не запудрил мозги, не сбил с истинного пути молоденькую девушку. Во-вторых, баранки продавали женщины, у которых уже родился первенец. Это были дамы с опытом, но молодые и красивые. Запрещалось торговать баранками тем, у кого ребенку уже исполнилось 5 лет. Проще говоря, женщины наряжались, красились и пытались обольстить мужчин-покупателей настолько, что те с удовольствием покупали баранки. Прекрасный маркетинговый ход. Судя по тому, что пишут историки и отмечают писатели с поэтами, единственным бонусом от валдайских крестьянок был поцелуй через баранку. Все остальное – фантазии. Вспомним нашего несчастного испанца, который много хотел, но ничего не получил. Как я уже говорил, все делалось ради продаж. И если замужние женщины получали согласие церкви на использование косметики, то они точно не занимались предосудительными вещами. Писатели же выдавали желаемое за действительное. Не исключаю, что были отдельные случаи, когда крестьянки давали покупателям не только бублики, но без доказательств это ничего не значит.
Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.